Всем привет! Сегодня на обзоре Smart TV приставка Xiaomi Mi Box S. Это медиаплеер Mi Box S выпускается с 2017 года и до сих пор остается самым продаваемым устройством для апгрейда телевизора. Продано уже бесчисленное количество данного устройства, и Mi Box S на 2022 год остается все так же актуальным устройством для просмотра стриминговых сервисов, просмотра фильмов с жесткого диска, читает все популярные видеоформаты, тянет и в 4К 60 кадров в секунду, поддерживает HDR10. Ну и для многих жирный плюс этой приставки – это просмотр медиаконтента через раздачи, ну то есть бесплатного контента. Это фильмы, сериалы, IPTV. Также на ней можно играть в множество Android игр и многое другое. Приставку можно заказать на сайте heka.com. Там проводятся различные акции, распродажи, на которых можно купить множество товаров с хорошей скидкой. Также по промокоду HECTOR10 будет скидка $10. Ссылку на Xiaomi Mi Box S оставил в описании под видео и в первом закрепленном комментарии. Продолжим. Бокс поставляется в яркой картонной коробке. Внутри приставка, пульт, кабель HDMI, блок питания и краткое руководство на нескольких языках. Пульт аккуратный, очень легкий, работает по Bluetooth, питается от двух батареек типа 3А, в комплекте они не идут. Пластик приятный на ощупь, D-пад не дребезжит, но из-за плоской формы тактильно ощущается хуже, чем в предыдущей версии. Иногда путаешься и нажимаешь на центральную кнопку вместо крестовины. На торце пульта находится отверстие микрофона. Сам бокс очень компактный, корпус выполнен из матового пластика, вес около 150 граммов, размер 95 на 95 17 мм. На передней части находится еле заметный белый светодиодный индикатор. Он светится, когда устройство работает. По бокам ничего нет. Сзади аналоговый аудиовыход, совмещенный с оптическим SPDIF, Mini-Toslink, HDMI, USB A 2.0 и разъем питания. На нижней крышке только пластиковые ножки. Вот так выглядит главное меню. Его можно настраивать под себя, как вам захочется. Слева отображаются программы, справа избранный контент и сгруппированные другие программы. Навигация по меню быстрая, ничего не тормозит. Давайте перейдем в меню настроек. На данный момент установлена 9-я версия Android. Обновление системы безопасности 5 июля 2021 года. До сих пор приходят обновления, уже многое было исправлено и улучшено. И еще долго это устройство будет получать обновления, что очень радует. Это один из больших плюсов, почему стоит купить именно популярную Mi Box S, чем приставки подобного типа менее известных производителей. И вот вам лайфхак по ускорению серфинга по меню. Если 3 раза нажать на сборку, активируется режим разработчика. Заходим в новый пункт для разработчиков. И в 3 пунктах по анимации выставляем 0.5. И таким образом навигация по меню будет происходить быстрее. HDMI-C SC нужен, чтобы включать ТВ вместе с приставкой, ну то есть с одного пульта будет запускаться и ТВ, и приставка. Всего внутренней памяти здесь 8 гигабайт. Хватит для множества различных программ, но если устанавливать игры, то памяти уже не будет хватать. Выход из этой ситуевины есть. Берем простую USB флешку, лучше конечно с поддержкой USB 3.0. Скорость записи и чтения будет выше, чем у флешки USB 2.0. В самом Mi Box используется USB 2.0, но по тестам флешка версии 3.0 работает быстрее. Флешку форматируем и переносим нужные программы и игры на флешку. Очень удобно и работает так же хорошо, как и с внутренней памяти Mi Box. Погода в Москве. Пульт работает по Bluetooth, микрофон с великолепной чувствительностью, подносить пульт ближе к рту не нужно, распознавание голоса работает четко. Кнопку вызова глобального голосового поиска держать не нужно, достаточно лишь один раз нажать для вызова. Есть нарекания к работе глобального голосового поиска. Нужно конкретизировать, где вы хотите выполнить поиск. Например, найти программу в Play Market. И давайте через AIDA64 посмотрим подробные характеристики Mi Box S. В 2022 году этот бокс считается с немного устаревшими характеристиками. АЗУ здесь хоть 2 гигабайта, но этого с лихвой хватает для воспроизведения сертифицированного контента, в том числе в 4К 60 кадров в секунду. Внутренней памяти всего 8 гигабайт, но как я сказал уже ранее, ее можно расширить. Bluetooth версии 4.1. Можно подключать все современные устройства, такие как геймпады, наушники, клавиатуры и мышки. Также совместим и с новыми версиями Bluetooth. Я иногда подключаю беспроводные наушники. Очень удобно, если живете не один и требуется тишина. Даже можно управлять плеером с помощью этих наушников. Центральный процессор здесь AMLogic S905X, 4 ядра, Cortex A53 до 1,5 ГГц на каждое ядро. Графический процессор Mali 450MP.
За сеть отвечают беспроводные модули. Можно подключить приставку к сети Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц. Также, если использовать вот такой переходник с интернет-портом, то можно по проводу подключиться к интернету. Это на тот случай, если у вас нет Wi-Fi сети. Далее мы видим Android 9 версии на 28 API программного интерфейса. Поддерживается множество кодеков, в том числе воспроизведение контента YouTube, в HDR и другие стриминговые сервисы. И давайте протестируем скорость интернет-соединения через Analyty. Приставка приобреталась родителям. Скорость интернет-соединения здесь 100 мегабит в секунду. Wi-Fi роутер простой. Поддерживается только Wi-Fi сеть 2,4 ГГц, и этого с лихвой хватает. На закачку 90 мегабит в секунду, на отдачу 69 мегабит в секунду. И по мнению программы Analyty, с такой скоростью интернет-соединения можно смотреть фильмы даже в 8К. На практике такой скорости хватает для воспроизведения больших фильмов с раздач и для воспроизведения стриминговых сервисов. Роутер находится в той же комнате, что и приставка, поэтому связь не пропадает и воспроизводится все плавно. Если у вас приставка в другой комнате, то рекомендую все-таки приобрести роутер с поддержкой 5 ГГц и подключиться к этой сети. Связь будет стабильнее. И третий вариант по кабелю интернет через специальный хаб SLAN GS45. Так как USB 2.0 в боксе может работать в теории до 480 мегабит, но по факту это 220-240 мегабит, что тоже хватит для всего. Звук 5.1 можно вывести через HDMI 2.0, Dolby True HD тут конечно нет, как и во многих подобных ТВ-боксах, но здесь есть лицензия на DTS, и это супер, так как такого нет у многих боксах. Есть и Dolby Digital Plus, поддерживается в стриминговых сервисах. Также звук 5.1 можно вывести через гибридный аудиовыход. Понадобится оптический кабель TaskLink на мини TaskLink. Существуют вот такие переходники. И давайте включим YouTube, видео в 4К 60 кадров в секунду. Воспроизводится без дропов и зависаний, плавная картинка. Но есть на YouTube видео в 4К 60 кадров в секунду, которые будут притормаживать. К счастью, таких роликов на YouTube мало. Видео с разрешением 8К он не даст выставить, да и плавности при воспроизведении там не будет. А вот видео 4К 30 кадров в секунду воспроизводится без всяких притормаживаний и дропов, воспроизведение четкое и плавное. ТВ этот HDR не поддерживает, поэтому включить данную функцию тоже не получится, но это мало на что повлияет, будет воспроизводиться также четко. Далее на очереди стриминговые сервисы. Начнем с Netflix. Тут хочу отметить интерфейс. Он удобный и отлично оптимизирован под Android приставку. Весь контент быстро воспроизводится без зависаний. Можно выбрать звук 5.1, включить субтитры. Перематываться тоже быстро, и все подгружается в реальном времени. Тут можно зависнуть надолго. Помимо Netflix есть и Okko, Ivi, Wink и другие стриминговые сервисы. Мы пользуемся Ivi. Максимальное качество тут можно выставить Full HD и также выставить звук 5.1. Также тут есть ТВ-каналы, которые быстро подгружаются и переключаются почти без задержки. И еще протестируем один способ просмотра фильмов и сериалов через раздачу. Выбираем в 4К, тяжелые раздачи. Вот, например, на 56 гигабайт. M2 TS формат Blu-ray дисков. Происходит подключение, загрузка. Перематывать не буду, чтобы вы видели, сколько времени понадобится для воспроизведения 4К фильма весом в 56 гигабайт. Сначала все нормально, но потом появляются тормоза. Все-таки Mi Box S с таким весом не справляется. Раздача на 48 гигабайт. Воспроизведение нормальное, без притормаживания. Но попытался перемотать вперед, и все на этом. Картинка пропала. Давайте выберем другой фильм в 4К, вес 23 гигабайта. С таким размером Mi Box S без проблем справляется. Тут также можно выбрать звуковую дорожку и включить различные субтитры. По своим наблюдениям, он отлично справляется с раздачами до 40 гигабайт, быстро подгружает и можно без долгих подвисаний перематывать видео. И давайте протестируем, как обстоят дела с воспроизведением видео, тяжелых видео с жесткого диска.
Жесткий диск самый обычный на 1 терабайт USB 3.0. Запустим фильм в 3D. Кодек H264 Full HD весом 24 гигабайта. Воспроизводится без зависания и спокойно можно перематывать, не боясь, что зависнет. Тема с 3D, наверное, уже не актуальна. Напишите в комментариях, кто до сих пор смотрит у себя дома фильмы в 3D. Далее видео в 4К 24 гигабайта. Параметры на экране. Максимальное разрешение у этого телевизора Full HD, но контент в 4К как-то лучше по качеству отображается на этом ТВ. Картинка насыщенная, четкая, невозможно глаз оторвать. Тормозов не наблюдается, даже если начать перематывать видео. Супер, все работает. Ну и еще один видеофайл в 4К весом 24 гигабайта. Прежде чем отключить внешний жесткий диск от USB Mi Box S, не забывайте в меню настроек нажать на безопасное извлечение. А вот и список игр. Тут отображены те игры, которые нормально запустятся на Mi Box S. Их тут очень много. К сожалению, не взял с собой геймпад, сейчас нахожусь у родителей дома, поэтому продемонстрировать игровой процесс не получится. Но сколько не играл, тормозов не замечал, даже в тяжелых играх. Подводя итоги, скажу, что приставка оправдала все мои ожидания. И вот основные плюсы. Обновления прилетают и еще долгое время будут прилетать. Поддерживаться воспроизведение видео в 4К при 60 кадров в секунду, 10 бит с HDR10. Все стриминговые сервисы работают без нареканий. Просмотр контента весом до 40 гигабайт через специальные раздачи воспроизводится быстро и без зависаний. Этого будет достаточно большинству пользователей. Воспроизведение контента через внешние жесткие диски также без нарекания. Вывод объемного звука 5.1 через HDMI или Mini Tasklink. Можно играть в большинство Android игр, даже поддерживается GeForce Now, облачный гейминг, то есть можно запускать самые требовательные ПК игры, но тут потребуется скоростной интернет. По Bluetooth можно подключать различные устройства, это клавиатуру, мышку, геймпад, наушники и другое. Минусы тоже есть. Один USB, нет порта для подключения проводного интернета, но можно подключить хаб и решить эти проблемы. Всего 8 гигабайт внутренней памяти, и также есть решение расширить память с помощью внешнего USB накопителя. Со временем Mi Box начинает тормозить, замечено это после нескольких обновлений, лечится простым сбросом настроек. В общем и целом, за небольшие деньги вы получаете работающий бокс из коробки, который не нужно прошивать, модифицировать аппаратно и прочее. Достали из коробки, включили и поехали ставить нужные программы. Ссылку на Xiaomi Mi Box S оставил в описании под видео. Заказывайте и применяйте промокод, а на этом у меня все, спасибо за просмотр.